Привет. Сделал я дня два перерыв, потому что прошлые торговые сессии у меня были такие с нарушениями, и морально там я прям видно было, что я уже начал понемножку уставать. Поэтому я сделал небольшой перерыв, и сейчас после отдыха буду начинать снова искать какие-то интересные ситуации. Так, тут у нас понемножку комиссии возвращаются, и начинаем мы с баланса в 1076 долларов. Риск на одну сделку у меня по-прежнему составляет 1,5%, риск на всю торговую сессию 5%. Открыл я первую сделку, зашел пока только на половину позиции. И если пойдет по сценарию, зайду и на вторую часть. Мы здесь увидели, что монета выросла, скажем так, до максимумов, и в какой-то момент, каждый раз, когда она начинает дальше расти, ее понемножечку вкатывает. Вот был один рост, понемножку вкатали, второй рост. Тут также у трейдеров есть возможность заходить в шорт с коротким стоп-лоссом. Плюс здесь, как мне показалось, уже нету какого-то особого такого желания и веры в то, что мы пойдем дальше. И понемножечку цена просто начала замедляться. То есть здесь можно зайти в шорт с хорошим стоп-лоссом и потенциально брать отличное соотношение в шортовой сделке. Поэтому я зашел здесь в лонг против шортистов, всех тех, кто, как мне кажется, здесь заходили в шорт. Я попытаюсь взять какое-то импульсное движение вверх, наверное, на обновление вот этого максимума и на сбор их стоп-лоссов. Okay, let's go. Ого. Так, надеюсь, меня не сильно размазало. Очень сильный импульс вниз был. Вижу по балансу, что даже немножечко все-таки потянуло мой стоп-лосс, хотя его переставил в меньший. Но все-таки немножечко больше забрало, чем должно было. Открыл я вторую сделку по монетке Порт. Мы видим, что она сейчас очень сильно растет, и в какой-то момент начала делать откат. После чего этот откат в какой-то момент начали откупать, и появляться зеленые свечи. Как мне кажется, это будет сигналом для трейдеров, чтобы открывать лонговые позиции по тренду. И тут также можно им ставить короткие стоп-лоссы, в принципе рисковать довольно-таки небольшой частью позиции и потенциально брать какое-то продолжение роста вверх. Поэтому, мне кажется, здесь трейдеры будут открывать большинство лонговые сделки. И я открыл позицию в шорт. Закрыл я сделку здесь руками. Очень сильный резкий импульс был. И решил я здесь закрыться. Также заходил на небольшой объем, поэтому take profit с этой сделки был не очень большим. Но в любом случае сделка была верная и пошла в нужную сторону. Получилось здесь take profit. Зашел я в третью сделку. Монетка очень волатильная, поэтому думаю, в ней долго посидеть не получится. Мы видели, что у нас очень сильный рост был, и сейчас мы начали входить в какой-то откат. Вот был еще одна небольшая такая зеленая свечка, попытка отрасти. Ее очень сильно продали, и мне показалось, что здесь трейдеры будут по умолчанию заходить в шортовые сделки. Поэтому я открыл здесь лонговую позицию, и сейчас даже быстренько уже ее закрыл. Остатки позиции, думаю, сейчас также у нас закроются. И в принципе буквально секундная сделочка у нас получилась. Взял свой стандартный здесь take profit. Открыл новую сделку. Мы видим, что монетка у нас недавно залистилась, и сейчас она очень активно растет. В какой-то момент мы подошли к уровню поддержки, от которого у нас начали очень сильно откупать. На этом фоне мне показалось, что трейдеры будут заходить на продолжение роста, открывать сделки по тренду, так как у нас и мы возле зоны поддержки, и у нас есть сила покупателей, которые вот сильно откупают любые падения. Поэтому я рассматривал здесь, что трейдеры будут открывать лонговые позиции. На этом фоне я открыл шортовую сделку и хотел взять какое-то импульсное движение вниз.
У нас был импульс в нашу сторону, но, к сожалению, на нем я не успел закрыться. И, к сожалению, после этого сразу же цена пошла к стоп-лоссу и нас закрыла здесь в убыток. Открыл я еще одну сделку. По вот этой вот монетке я сегодня уже заходил. Мне сейчас кажется, что мы находимся в небольшом откате, и с которого, скорее всего, трейдеры будут открывать лонговые позиции, потому что у нас монета в общем сильно растет, прям очень сильно монету не вкатывает, и у нас постепенно плавненько замедлялось вот это вот падение. На этом фоне мне показалось, что трейдеры будут открывать здесь лонговые позиции, так как у большинства была возможность открывать здесь, заходить в лонг, ставить короткий стоп-лосс и потенциально открываться по тренду. Но, как мы видим, все-таки я ошибся, и здесь был импульс вверх. Зашел я в новую позицию, но тут меня также моментально закрыло, я даже не успел сказать почему, моментально закрыло по стоп-лоссу. Открылся я еще раз по вот этой вот монете. Мне кажется, здесь можно было и даже чуть повыше зайти, поэтому допускаю здесь возможность одного перезахода. Мы видим, что монета начинает у нас сильно расти. После небольшого накопления у нас продолжается движение вверх. Поэтому я открыл здесь шортовую сделку, и у нас снова закрылась по стопу. Открылся я еще по вот этой вот монете, хотя увидел, что у меня достигнут лимит по убыткам на данную торговую сессию, но все-таки открыл еще одну сделку. Тут мне показалось, что мы очень сильно росли, в какой-то момент мы стали в небольшой боковик накопления, после чего цена дальше вниз не идет, а постепенно как-то начинает понемножечку отрастать. И трейдеры будут, скорее всего, заходить на продолжение движения по тренду, потому что у нас нету никаких здесь сильных откатов, цена от нижних каких-то уровней очень сильно откупается, и, как мне кажется, здесь трейдеры будут открывать, скорее всего, лонговые позиции по тренду и пытаться ловить продолжение движения. Подходит к нашему тейк-профиту, и здесь сделка закрылась с прибылью. На этом фоне я принял решение заканчивать данную торговую сессию, потому что начал уже понемножечку терять фокус, завышать риски, и это может плохо кончиться. Поэтому заканчиваю я с таким балансом в небольшой минус, но в любом случае было, как мне кажется, отличная торговая сессия.